чуть позже введу всех в курс дела, что же здесь такое, ну и название роликов, думаю, все поняли, что здесь явно присутствует песчанка, а вот что здесь присутствует в том числе, чуть позже об этом расскажу. Начну с песчанки. Итак, всем привет. Сразу полетел вопрос, что же здесь за сорт. Тут не сорт, тут сорта. Основной вид это песчанка. Причем здесь есть песчанка даже вот таких размеров. Ни хрена себе камушек, да? Здесь есть крупинка пиленая, жирного сорта из даже предыдущего эфира еще. Здесь есть сорт тюменский идеальной просушки в своем классическом, как сказать, виде, что меня очень радует, что именно в такой поставке он в этот раз пришел. Здесь есть глина, крупинка, заодно сравним ее вот с этим вот куском, точнее бруском, да, пиленовой крупинки. Что здесь еще есть? Здесь есть также святик, но до него там глубоко еще добираться и добираться, потому что я сверху песчанку засыпал. Тут, ну, килограмма 2, наверное, 3, именно только одной песчанки. Поэтому мне она очень сильно нравится. Самый важный совет, когда вам приходит сорт, не поленитесь и досушите его, иначе, ну, вы действительно кайфанете с этого. Хотя есть любители и, как сказать-то, мокрого именно мела, глины и так далее. Тазик. Но это тарелка, но не важно. Ну, я могу только запить, если в мокром виде. Что-то интересного. Всем еще раз привет. Так, что за сорт уже ответил. Уральскую глина будет чуть позже, но не в прямом эфире. Не могу найти группу в ВК, чтобы заказать мел, но вы в данный момент можете свернуть прямой эфир, и в описании эфира есть ссылка на группу ВКонтакте. Вы смотрели Майк Крунчелов? Нет, это канал, я так понимаю, да? Как на вкус? Песчанка в просушенном виде это просто нечто шикарное. Кстати, в недавнем ролике говорил, что доставка 199 рублей. Она действует во все города России, и сейчас еще 99 рублей. Это если заказываете примерно до 4 килограмм будет стоимость 99 рублей по всей России. В некоторые даже поселки городского типа в том числе она действует. Но вот чисто поселок, где одна почта, если больше ничего, к сожалению, нет. Брусок-то у меня тут прям хорошо упал. До пола все развалилось. Давайте пробовать песчанку. Даже не верится, что такой большой кусок, это может быть она. Только хотел сказать, что вот как-то помню, кто-то мне написал, что заказал песчанку, был огромный, вот так просто громадный кусок, килограмм 5 или 10. Человек его оставил на потом, а когда начал кушать, там просто, будто, я не знаю, галька или что, но целый брусок не имел в смысле. Он просто был покрыт меловой пылью, и поэтому человек подумал, что это такой большой брусок. И вот сейчас, когда начал кушать,
Но это, конечно, не галька, но очень твердый. Когда-то приходил сорт стеклянный у меня в ассортименте такой же. Невозможно откусывать. Что-то очень твердое. Вот такие особенно здесь песчанки попадаются. Кусочки, не кусочки, как сказать. Вот здесь чисто как галька реально. Поэтому будем... Ее, в принципе, нужно кушать с осторожностью, но она очень вкусная. Вроде жирная, вроде сухая. И все это вместе дает классное сочетание. Короче, чуть зуб сейчас не потерял. Родные у меня относятся адекватно к тому, что я продаю, веду канал и кушаю мел. Главное, мама говорит, много не кушать. Так, кроме ютуба, продажи мела, еще чем занимаетесь? Ну, в плане, если заработка, то это основной источник дохода. Да и, честно говоря, времени на другой уже просто и нет. Как на вкус. На вкус это просто вкуснятина. На самом деле, ребят, мне не сильно интересно смотреть милоежек. То есть я в ютубе подписан там, да, на каких-то блогеров, что мне интересно смотреть. Это какие-то медийные личности, так скажем, да, но никак с мелом не связано. Такое мне, к сожалению, не интересно смотреть. Мне он все, что можно и нужно, я могу у себя покушать и смотреть на это, в общем, не обязательно. Вот я к чему. Можно мел мой, если будет у вас, снимите видео. Да, я обязательно сниму. Кстати, многие про него писали, что за мелок такой, интересно. Привет с Иркутска, всем привет. Сливки прессованные поступили? Нет, к сожалению, еще ожидаю. Добрый день. Вы пытаетесь уменьшить употребление мела? Желаю вам здоровья. Да, пытаюсь, но это тщетные пытки, которые такое себе, конечно, пока что успехом не вышли в успех, в общем. Почему вам не нравится мел с пастой? Не то, чтобы он мне не нравится, просто, а может и не нравится. Но в таком виде мне песчанка нравится очень сильно. Особенно вот этот кусочек, это тюменский. Я его кушаю где-то с 7-6 лет, с самого детства, то есть, и поэтому как бы... Не, мама кушала его, когда была мной беременна. Ну, нету никакого негатива ни от кого вообще из родственников, от знакомых и так далее. Мне 21. Хочу попросить сделать обзор Ватутина и генерал Ватутин. Они, по сути, были оба, но прям зуб аж болит после того, как я вот этот кусище попробовал откусить. Но как факт сравнения и объяснения подписчикам, по крайней мере большинству из них, в чем разница у Ватутина и генерала Ватутина, можно снять такой ролик. Оплата PalPay. Ее нету, но если вы с другой стороны, и вам неохота, допустим, или дорого делать, как сказать-то, перевод на карту, да, и комиссия, к примеру, большая, то в основном, я вам скажу так, из-за границы оплачивают Western Union. Я просто иду и на почте получаю, то есть это довольно просто. Следующее что? Попробую глину Крупинка. Я ее даже еще ни разу вроде не пробовал. Но когда заказывал, как бы Крупинка мне реально мел нравится. Не было сомнения, что их 4 сорта, и то, что глина навряд ли может быть такой же. Но попробую.
И действительно, глина крупинка, она как и мел крупинка идет, очень долгий хруст. Когда прям уже в кашицу переживал, небольшое, ну хотя нет, я бы даже сказал, нету вообще залипания. Есть небольшая горечь, которая, как и в меле крупинка, ассоциируется именно с печным вкусом. Пробовали, кажется, глиномел карамель. Здравствуйте, да, я пробовал этот глиномел. Ну, я не особо люблю глиномелы, но он такой же, как и подвисло, либо искушение. То есть достаточно обычный, как скажем-то, да. Так, еще раз всем привет. Можете ли вы вспомнить самые нелепые, глупые, неуместные вопросы, окружающие по поводу того, что вы едите мел? Меня один раз спросили, как я в туалет хожу. Ну, это самый актуальный вопрос на ютубе. В жизни-то особо не задают, как бы я бы сказал, вопросов. Скорее, кто друзья, знакомые в гости приходят, они офигевают от масштабов, сколько его дома. Кстати, кому интересно, зайдите, можете зайти на мой основной аккаунт в ТикТоке, либо же на меловой аккаунт. Сейчас объясню, к чему я веду. Меловой вы навряд ли найдете, потому что теперь в ТикТоке, когда пишешь слово «мел» или что-то с этим связанное, а у меня, извините, канал называется «Меловой», и он напрямую связан со словом «мел», он тебе выводит то, что с целью безопасности и правилах ТикТока для хорошей дружественной атмосфере в ТикТок мы типа удаляем все подобные слова, так как они, вот это именно ведет к расстройству пищеварения и так далее, да. Поэтому, чтобы вы понимали, мой аккаунт даже нельзя найти в ТикТок. То есть он есть, я туда выкладываю, там просмотры, подписчики, все набираются, но вы не сможете его найти. То есть если только ввести глина, мел и случайно увидеть один из моих роликов, да, я немножко был в шоке. То есть название канала я могу дать, а найти свой канал я не могу. Это как-то очень странно. И поэтому вы можете найти меня, просто введите Константин Сопочкин на английском, так же, как я в Инстаграме подписан, ссылка на Инстаграм есть под эфиром. И сможете зайти в ТикТок, там есть небольшой ролик, вот друзья ко мне приходили, мы кушали тут мел все вместе, так сказать, если кому интересно. Но просушенная песчанка, это вкуснятина просто неимоверная какая-то. Я бы вот ел и ел ее. Какие еще частые вопросы? Какой у меня гемоглобин? Сдавал ли я анализы? Не сдавал анализы. Про гемоглобин тоже особо не шарю. Что еще и часто? Был ли я на Меловых горах? Тоже не был. Вот и докатились. Теперь я сам отвечаю на самые задаваемые вопросы. Пиленый Василь Поле вкусный? Да пиленый в принципе мне все нравятся сорта. Поэтому да, очень вкусный. Так, привет еще раз всем. Как у вас сделать? Вы отправляете наложенным платежом? Нет, наложенным платежом мне очень, я бы сказал, жаль тех продавцов или поставщиков, которые работают наложенным платежом, потому что в большинстве случаев их кидают, поэтому я не работаю наложенным платежом. Исключительно только после оплаты все идет. То есть это если, допустим, Почтой России у вас заказ, то это оплата и доставки, и, соответственно, заказа. Если у вас заказ, допустим, через Боксбери или транспортную компанию, то нам оплата при получении за доставку, а за заказ вы переводите сразу. Поэтому как-то так. Василь Поле любой вкусный. Ну да, тоже, в принципе, соглашусь. Ваш мел фаворит. Фаворит, ну их много. Одни из самых классных для меня это тюменский, это крупинка, это песчанка и еще это святик. Ну вот, наверное, самые такие мои любимые сорта. Это, кстати, сейчас тюменский.
Тюменский, кстати, один из самых близких, который по структуре идет к сорту крупинка. Раньше бы я сказал с удовольствием, что это сорт стеклянный, такой был у меня в ассортименте, он как бы сейчас есть, но приходит ближе к какому-то глиномелу. Раньше это прям стекло стеклом было, вот конкретно как этот кусок песчанки, блин. Там невозможно было откусить его, то есть только маленькими кусочками кушать, даже от маленького еле ты его откусишь, но он был классный, как по вкусу, так и по структуре, особенно то, что он был такой твердющий, это вообще класс. Даша где? Даша сейчас трек новый записывает. Это пищевой. Давайте так, ребят, мы же здесь немножко о честности, да, поэтому пищевого мела не существует в принципе. То есть в аптеках есть, но это совершенно не тот мел, который я сейчас кушаю. Это не природный мел. По этой причине весь вот этот природный мел, он не является пищевым. На него нет никакого ГОСТа в России и так далее и тому подобного. Поэтому мы его кушаем с вами, как бы так сказать, на свой страх и риск, да. Но последствия, конечно, разные от него бывают, у каждого это индивидуально. Поэтому лучше не злоупотреблять им так настолько много, сколько я его, допустим, кушаю. Некоторая песчанка и от сорта мела пришли такие прям молочные, прям что-то от молока в них отдает. А глиномелу, допустим, вот недавно поставка была, прям грибами отдавали. Вот. Но это вкус классный был, он не испортил именно вкус самого глиномела. Что из обычной еды вы любите кушать, любимое блюдо ваше? Ну, я скажу так, я не прям любитель домашней еды, поэтому в основном это всякие там пиццы, бургеры и так далее. И сейчас мне еще очень нравятся пельмени, я просто офигенный рецепт к ним нашел. Поэтому как-то так. Ну, офигенный как рецепт, как и соус к ним, короче, я не знаю. Наверняка многие здесь, кто подписан на канал, смотрели ролик в ТикТоке. Если ввести в ТикТоке пельмени, то там на первом месте выйдет ролик с рецептом, короче, и прям классный. Там 2 миллиона лайков, что ли, на этом рецепте. Мне прям понравилось. Привет, Марту Риву. Смотрите, вот один из самых популярных вопросов. Нет, не смотрю. А в аптеке мел продают разве? Ну, там не мел, там какая-то смесь, не глюконат кальция, ну, вот что-то вроде того, но с природным мелом не имеет никакой вообще близости, называется мел. По крайней мере, на упаковке у них так и написано пищевой. Но по вкусу рядом даже с этим не стоит. Крупинка. Еще один популярный вопрос. Бывает ли так, что я накушаюсь мела, и после этого пропускаю прием пищи, или мне не хочется кушать? Нет. Для меня это полностью разные вещи, то есть неважно, сколько я съем мела, наемся я мела или нет. Обычную еду ты в любом случае хочешь кушать, это то же самое, что и обычная еда. Если ты переешь, ты точно так же хочешь кушать мел. Так, кальций в таблетках. Ну нет, там именно, да, идет, то есть такой, как сказать, даже, наверное, ближе к порошку что-то. Ну, написано пищевой мел на таких упаковках. Мне уже не раз вот скидывали ребята, кто заказывает у меня. От поедания мела как часто пломбу меняете? Ну, я вообще зубы делал как бы редко. И вот за последние 6 лет, первый раз, когда это было 2 месяца назад, ходил, вот 2 штуки поменял. Так что не скажу как-то, что сильно это повлияло. Как первый раз попробовали мел, какой-то был сорт. Первый раз, ну, как бы лет в 6 это было, я уже не помню, какой это был сорт.
И навряд ли там был какой-то сорт или его название. Это был школьные бруски именно это были. Люблю ли я глину? Аж поперхнулся на этом вопросе. Ну, допустим, я люблю глину. Крупинка так или иначе глина мне нравится. Уральская мне глина понравилась. Туркестан коричневый мне понравился. Ну, вот самые такие, которые более-менее мне нравятся. Ну, как мел в таком количестве большом я их кушать не смогу. Жирная крупинка это прям что-то. Много ли мужчин заказывают мел или в основном девушки? Ну, примерно процентов, наверное, я думаю, 15 мужчины заказывают. Причем это как самовывозом бывает, так и на доставку. Да, всем еще раз привет. Закажите, пожалуйста, мел с Wildberries. Ну, не совсем понимаю, зачем. То есть там все-таки такой мел, что он плюс-минус туда наваливают все подряд. И особо за этим не следят, да? Второй момент. Я раз сталкивался с такими фразами и комментариями, что оттуда он приходит не мог с плесенью, вот. Но опять же, как показал мне опыт, да, то есть мел не может заплесневеть у вас дома. Это прям огромные года должны пройти, если он там влажный, не влажный, неважно. То у меня уже 2 месяца где-то, если не больше. Вот пришла поставка, я взял хороший такой кусочек, полностью его промочил, завернул салофаном, чтобы герметично это все было. И оставил. Уже около 2 месяцев так он лежит. И никаких запахов плесени он не проявил. То есть это действительно, он приходит нам с вами, как сказать, с плесенью, с запахом плесени, да, где-то его чувствуется чуть-чуть и достаточно просушить, чтобы это все ушло. Где-то прям уже следы плесени, то есть там только выбрасывать этот мел. И это происходит только из-за природы. То есть он где-то конкретно в природе лежал так, что он отсырел. Это там, я не знаю, сотни лет, можно сказать, он там находится, и только поэтому запах плесени. В домашних условиях так, чтобы, да даже за год, скорее всего, плесень не появится у вас на меле. В мокрых, влажных, неважно в каких условиях он хранится. Это очень сложно добиться в домашних условиях. Поэтому я к чему это вел-то? С Wildberries, скорее всего, у них там поставка какая-то беспонтовая, наверное, была, раз вот столько много отзывов было подобных. Но вообще, там, конечно, в большинстве случаев будет несоответствие сортов. Но попробовать ради интереса, конечно, можно. Но тут есть вот такой большой кусок. Но это несъедобный, так скажем, кусок, потому что он очень твердый. Невозможно откусить почти нисколько. Не поддается. А попробовать размочить, промыть его и посмотреть, может там действительно галька какая-нибудь внутри находится. В день, ну, от полукилограмма, наверное, съедаю. Да, доставка в Казахстан есть, причем довольно дешевая, смотря в какой город. До Москвы, ну, смотря чем, если вот по акции, будет 199 рублей, либо 99. Если без акции, обычная доставка Боксбери 240 примерно. Ну, Озон, Wildberries примерно одно и то же.
Ну, понятно, что на Wildberries будет дорогой мел. Ну, невкусно это, когда как попадется. Прелый, опять же, ну, потому что там нет такого отслеживания, как, скажем, за сортами и так далее, и, в принципе, соответствия сортов. Какой сорт мела самый пыльный и сухой? Да сложно сказать, их очень много. А есть ли у вас бесплатная доставка? Если есть, то от скольки кг? Нет, бесплатной доставки у меня нет. Заказать можете в прямом эфире в описании прямого эфира. Есть ссылка на группу ВКонтакте и номер телефона WhatsApp. Там вы можете оформить заказ. А я хочу передвинуться к песчанке, потому что что-то мне тюменский поднадоел. Такой же, походу. Главное, внутри-то стандартный. А фиг откусишь. Что с некоторыми кусочками, непонятно. Крупинка тюменский — это песочный сорта или просто с грубой крупинкой, как дворянский и каменнобородский? Тюменский — это песочный сорт, но с очень грубой, ну, как мне кажется, это песочный сорт, но крупинка очень грубая, в нем как такового песка вы не ощутите. А сорт крупинка, он в принципе 4 видов, это именно песочный, сухой, жирный и длинномел. Всем еще раз привет. Когда в последний раз кушали школьный мел? Школьный мел вы имеете в виду канцелярский мел или вот эти вот бруски такие здоровые, школьные? Не совсем понял, в общем, вопрос. Для меня прям загадка, как вот так песчанка образуется. Какой-то просто сухой сорт, видимо, белая гора тут у меня завалялся. Да. Тюменский. На Казахстан сколько дней, я так понимаю, доставку вы спрашиваете? Подобные вопросы только в группе ВКонтакте, либо по номеру телефона WhatsApp. Там я уже рассчитаю и подскажу. Беременным можно есть мелоглином? Да, по факту никому нельзя, но все мы его кушаем. Какой мел вкусный, пиленый или кусковой? Ну, всем по-разному нравится, но вкусный и тот, и тот. Как бы из одного мела-то по факту делают, тогда просто привкус у пиленого появляется из-за распила. Но мне больше нравится пиленый. Как по форме, так и по вкусу. Но пока что у меня нет проблем со здоровьем. Можно кушать школьный мел. Да что школьный, что этот нельзя. Хотя про какой школьный, смотря вы спрашиваете. Эфир идет 29 минута. Снизу же должно быть у вас показано. Школьный нельзя. Ну вот. Какой мел до конца в крупинку и без каши? Тюменский. Сорт крупинка, в принципе, так и называется, да? Вот я их сейчас на эфире кушаю. Я, походу, зря с такой громадной тарелкой сел. Тут, как я сказал, около 3 килограмм общего веса. Как бы немало. Вредно же. Ну, само собой. Беременные кушают это все. Ну, я вам скажу, не только беременные. Такой мел без крупинки. Прям, чтобы если вообще без крупинки, то прессованные сливки, наверное, там, как вот многие писали, растворяется сразу.
Да, добрый вечер. Добрый вечер всем. Сколько каждый день сколько КГ продают, если не секрет? Продаете. Ну, вы имеете в виду, сколько я именно продаю? В день, скажу честно, никогда не считал. В месяц в районе 400 килограмм. Да, при беременности третьего ребенка начала есть мелкую глину. До сих пор ем. Ну да, кто уже начинает его кушать, мне кажется, это уже не уйдет. Ну, вот кто-то пишет, канцелярский нельзя кушать. Да и этот, по сути, нельзя кушать. Мелом, как обычной едой, наедаюсь. Ну, в плане того, заменит ли мне мел обычную еду, нет. А в плане просто наедаюсь ли я мелом, ну, бывает, да, такое, когда уже прям сильно много съем, прям не то, что отвращение, а чувствую, прям уже не наслаждаюсь просто, когда кушаю, потом перестаю. В песчанке иногда попадаются очень твердые кусочки, как цемент, когда раскусишь. Ну, стоит понимать то, что есть действительно просто такие твердые кусочки, которые ты дальше можешь кушать и раскусывать. А есть прям, она вот эта галька прям попадается, она даже цвета, в смысле, такого же, ее нельзя раскусить. То есть это просто кусок. Вот это, скорее всего, не, вот это ближе к мелу. А там прям попадается, я не знаю, как они там, что это добывают, но вот какой-то странный такой момент имеется. Пиленый Белгород, да, в принципе, нравится, почему нет? Коробка пиленого Белгорода. Да я там коробками не продаю, в основном цены везде за килограмм. Поэтому можете зайти. Хотя у Белгорода вроде бы, насколько помню, была даже коробка. Посмотрите в группу, лучше зайдите. Нет, высшего образования у меня нет. Так, а какой вкуснее, Васильполе или Петропавловка? Для меня Васильполе, потому что Петропавловка ближе к сухому. Что скажешь о спорте? Ну, я так понимаю, сорки Петропавловка. Ну, не сильно он мне нравится. То он приходит полужирный, то сухой. По описанию должен быть сухой, поэтому непонятно. Но если по описанию он сухой, будем считать, что это его стандартный вкус, то в данный момент мне больше нравятся все-таки жирные сорта. Господи, там что-то зашипело. Ладно, это просто влага в него попала. Здесь вообще какие-то вот прям в крапинку. Невозможно разжевать. Ладно, я сильно жевать не стал. Вовремя убрал. Но в песчанке, правда, нужно быть аккуратным. Месси или Роналду? Да, я не знаю, я особо не любитель, так сказать, футбола, поэтому мне без разницы. Побелку, ну, в детстве, может, когда-то пробовал, сейчас нет. Собираюсь бросить мел, и получится ли у меня? Ну, мне кажется, пока что навряд ли, не особо сильно прям таки собираюсь. И навряд ли получится, потому что раз занимаюсь все-таки продажами, веду меловой канал, у меня огромное количество всегда рядом со мной мела, глины и так далее. Поэтому будет сложно, если соберусь. Мой любимый сорт красный. Ну, как-то был он у меня в ассортименте совсем недолго. Я даже не успел его ввести ни в ассортимент, ни заснять ролик, кстати. Это с многими сортами такое бывает. Вот сейчас также Тунгыш Тарас у меня хорошо очень разбирает, а в ассортимент я его еще даже не ввел. Просто написал в группе, что он поступил. Почему заказ пробников глин выходит дороже веса, чем за 1 килограмм одной глины? Сейчас объясню сначала для всех остальных, что это значит. То есть у меня в ассортименте стоимость указана как? Если вы приобретаете менее 1 килограмма от сорта, неважно глина это или мел,
то стоимость будет идти за каждые 100 грамм. То есть в основном менее килограмма берут на пробу там грамм 200, 100 или 300, да. Больше, в принципе, невыгодно брать, да и мне это особо не интересно. Почему так происходит? А вот давайте в пример возьмем. У меня есть пробник всего ассортимент, это вроде бы 150 сортов, 15 килограмм, да? А теперь представьте, возьмем не 150, а допустим 100 сортов, да? Вы, допустим, заказали пробник, у меня 100 сортов, это 10 килограмм получается, вы заплатите за это как за 10 килограмм, да? То есть не как за 100 сортов, именно платите чисто за килограммы. А другой человек заказал просто у меня 10 килограмм или вообще 10 килограмм одного сорта. То есть одно дело я пошел, взял, достал один сорт, положил 10 килограмм, до свидания, да? Я заработал сумму за 10 килограмм. А другое дело, пришли вы, заказали у меня пробник из 100 сортов, ну или в принципе те 100 сортов, которые вам нужны, да? И мне каждый нужно дойти, каждый достать, каждый подписать, каждому пакетик взять, каждый сложить, каждый взвесить по 100 грамм. Ну, извините меня, нифига себе работа насколько увеличилась, да, поэтому, да, пробник именно менее 1 килограмма стоимость увеличивается, потому что, ну, я понимаю, вам больше хочется попробовать, но я-то от этого сильный минус ухожу в плане именно работы, сколько ее нужно проделать. На маленьком количестве, да, это неощутимо, хотя это опять же сложнее, то ли я 1 килограмм пошел да положил, то ли я вам 10 сортов положил, да, заработал одинаково, а, как бы, скажем, заморочек намного больше. Поэтому стоимость больше. Кому надо, те оплачивают, соответственно, я и заморачиваюсь, потому что это дороже. Мне это тоже выгодно. А по-другому не совсем это, как скажем, выгодно. Нет, на железо не сдавал. Что делать, если у всех мелков вкус картона? Ну, тут очень просто. Скорее всего, вам просто он такой пришел именно... У меня тоже такое бывает, я вот так могу сказать. Ничего, просто просушить. Там спрашивали, что значит идеальная просушка. Ну, я сейчас понимаю, что это такое, потому что очень много у меня сортов, очень многие сорта по полгода там лежат, сохнут. Нормально. Поэтому я понимаю, идеальная просушка это прям идеальное раскрытие вкуса сорта. То есть мокрый вид практически не дает этого раскрытия. То есть в мокром виде плюс-минус они все одинаковые по вкусу будут. А вот в сухом идеальной просушке там просто настолько хорошо запах, особенно у Белой горы раскрывается именно вот этот запах по белке. У Василия Поля раскрывается шикарный вот этот вот вкус, запах мела. Поэтому просушка это важно. Часто ли в меле у тебя попадаются ракушки какие-нибудь? Вот честно скажу, мне очень редко они попадались. Поэтому для меня было удивление, когда видел подобное у других. Кушаю песчанку, глина крупинка. Уже скушал крупинку пиленый, тюменский, святик и белая гора здесь еще где-то снизу была. Самый твердый сорт мела, но вот он был стеклянный. Ну вот по факту это и есть как бы сорта стеклянного, немножко другой только вкус. Очень-очень твердый он этот стеклянный, но сейчас он в последнее время такой не приходит. Из тех, которые недавно, ну вот сейчас есть, ой, это, наверное, крупинка, тюменский, подвислая. Из глиномелов, глиномелы почти все очень-очень твердые. Нужно понимать, что он в конечном итоге нужно, чтобы там кашица была, чтобы он был жирный, ближе к глине, ближе к мелу, смотря что вам нужно, в общем, под конец. Мне Петропавлов тоже не нравится. Вкус какой-то непонятный, сливочный. Да, хотя вот по факту меня многие захейтили в один момент, когда я выложил обзор про Петропавловку, то, что он жирный приходит очень часто. Многие стали писать, нет, он сухой, по описанию он такой, нам часто там якобы такой приходит. Поэтому я замял эту тему, но мне он на самом деле тоже очень часто жирный приходит, хотя это сухой сорт, его сравнивают с Белой горой и подобными сортами, но нет, я с этим не согласен. Очень уж в последнее время он постоянно прям приходил жирный или полужирный. Ну, тюменский это тоже вкуснятина, конечно. Еще раз всем привет. У вас постоянные поставщики мела или каждый раз меняются? У меня есть и постоянные поставщики мела, и которые каждый раз меняются. Потому что, то есть,
Я нахожу какие-то новые сорта, допустим, я там заказал, мне что-то там не понравилось в доставке, в общении с поставщиком или тому подобное, и поэтому ищу другого поставщика, если он, допустим, есть такой с этим мелом. Как делаются пиленные, мне очень интересно, есть видео. Ну, как делаются пиленные в плане того, из чего они делаются, думаю, вы все понимаете, из природного мела, а как делаются, ну, обычно его пилят, у кого-то есть специальные приборы. Сильно ли напудренный пиленный мел Ватутин и красавчик? Да я бы не сказал, но смотря с чем сравнить. Если, допустим, сравнить с каким-нибудь глиномелом, то он сильно напудренный. А если сравнить с, допустим, белой горой, то уже не сильно напудренный, соответственно. Я на батарее сушу. Ну да, кстати, сейчас начался отопительный сезон, и батареи очень даже помогают. Если прям очень быстро надо, горячим потоком фена можно просушить. Почему на все вопросы не отвечаю? Ну, мне кажется, ответ очень простой. На что-то я не хочу просто отвечать. Ну, может быть, у вас и адекватный вопрос был, и я его не заметил. Маловероятно. Но попробуйте задать еще раз. Спустя 42 минуты того, как я кушаю мел, тюменский немножко поднадоел своей такой безвкусицей и, как сказать-то, то, что он сухой, в общем, идет. Охота чего-то жирненького. Поэтому к песчанке возвращаемся, к чему-то среднему. Глина Актабе похожа по вкусу на мел. Но многие говорят, что это и есть мел, у кого-то там в городе, у них там, откуда оно идет, да. Но для меня лично было нет, но в предыдущей поставке многие жирные сорта, а если быть точнее, то глиномелы, поступили, нет, даже жирные сорта, вроде бы какой-то там фасильполия или какой-то другой сорт был. В общем, жирные глиномелы в предыдущей поставке, обычные сорта мела, поступили с привкусом, который, в принципе, если его в 100 раз вот так 100х увеличить, да, вот этот привкус, то это и получится глина Актабе. Поэтому в данном случае можно сказать, что получается да. Какой мел кушаете? Ну, здесь очень много сортов, в том числе песчанка, тюменский, глина крупинка, святик, волгоградский мел. Ну, здесь опять же стоит понимать, что нужно написать название. А так, возможно, пробовал. А можно ли его просушить на сковородке под огнем? Ну, слушайте, я так ни разу не делал. Типа, допустим, просто на блите можете попробовать, конечно, или в духовке. Но важно понимать, что, скорее всего, запах испортится и вкус у мела. Но попробовать всегда можно. Да, эфир, как всегда, будет сохранен, как помеловый лучик. Ну, достаточно интересный сорт. Это для меня один из тех сортов, которые более-менее оригинальные, не повторяющиеся по вкусу и так далее. В общем, мне он нравится. Один из фаворитов, так скажем. Сколько за день приема мела можешь покушать? Ну, от полукилограмма до килограмма. Кстати, в основном, чтобы животу было не так плохо, когда вы чувствуете, что вот прям сегодня много скушал, я стараюсь пить очень много воды и в этот день сходить очень много раз в туалет. Только так. Иначе, если вы этого не сделаете, вы очень сильно пожалеете потом об этом. Да вы еще пожалеете тогда, когда поймете, что скушали уже до хрена. На Меловых горах я еще ни разу не был, но очень хотелось бы. Почему так дорого продаешь мел за кг? Ну, в моем городе это одна из самых низких цен. И с другими городами
тоже я бы сказал, то, что в основном на порядок выше везде встречаю, причем достаточно проверенных продавцов. Поэтому не могу согласиться, что у меня дорогой мел. Не услышала хруст, хруст, хруст. Так, какой ваш любимый мел? Я уже устал отвечать, честно говоря, на одни и те же вопросы. Поэтому пока что песчанка. В данную секунду. Меня радует, что не летят вопросы. А как же так? Вы кушаете прям над тарелкой мела, вы потом его будете продавать? Часто раньше подобные всякие вопросы летели. Кстати, вот эта песчанка, в принципе, вся тарелка сушилась вон там над шкафами, над лампами. Ну, довольно хорошо, опять же, высохло, потому что на батарее это не совсем удобно все сушить. Поэтому как-то так. Лучик, Васильполе, Снежок, Утлада и так далее. Любимые покупаю у продавца в своем городе с доставкой на дом. 150 за килограмм. Ну вот видите, 150 за килограмм, у меня дешевле за килограмм. Голубую узбечку обзора не было, но я пробовал ее. Ну, она такая соленоватая, поэтому мне не прям сильно, так скажем, зашла. В электросушке нет, не пробовал мел сушить. Не судите в микроволновке, мел никогда он после становится горелым. Возможно, я тоже так не делал. Да у меня микроволновки дома нет. Вот же 70 килограмм мела в Астрахани. Кальция, глюконат ел. Ну, я пропивал курс. Ну, скажу, что мне вроде как это не особо помогло. Кстати, можно попробовать его пропить. Да не особо охота. Да, у меня вон дома достаточно кальция вроде как. А в организм он поступает регулярно. Усваивается, конечно, это все плохо. Но как-то так. Мне даже страшно представить, сколько я съел. Сруймат какой по вкусу. В последнее время какой-то стандартный пришел, ну, поставка была. Стандартный в плане это что-то смешанное, допустим, сорт тюменский возьмем, и что-то сюда из сухого сорта. Если говорить про пиленый, стандартный прям вкус, который должен быть у строймата, это немножко вкус действительно какой-то стройки. Мне он достаточно понравился. Когда ты последний раз желудок проверял? Давненько не проверял. Да я уже не знаю. Я уже просто вроде как и объелся на данный момент. Песчанку после предыдущего хруста, что же у меня зуб заболел, приходится проверять. То от этого куска вообще нисколько отломить не смог. Надо будет попробовать молотком раздолбить. Потому что когда появился сорт стеклянный в наличии, он пару месяцев стандартный, классический такой прям вау вкус был. Его невозможно было даже молотком расколоть. Глюконат кальция, оно невкусно, горько, лучше мел кушать. Ну, в плане здоровья навряд ли лучше, но в целом, да, соглашусь с вами, я тоже предпочитаю больше мел. Обязательно ли замачивать мел и потом его просушивать? Это улучшает вкусовые качества? Нет, скорее это убавляет вкусовые качества. Но если у вас, допустим, пришел мел и у него он есть, ну, у него и присутствует запах сырости, запах плесени, вы его просушили, он все равно остался. В таком случае, чтобы спасти этот мел, а не выбрасывать его, вам жалко, допустим, да, то вы можете его замочить прям хорошенько и после этого уже на сушку. Тогда да, в таком случае можно так делать.
а в целом нет, исчезнет немножко вкусовая подача. Много съели, не вредно для здоровья? Вредно, определенно вредно. Волгоградский, знаю, Филинский, Бузулукский, Нутухаевский, Михайловский. Михайловский вроде бы пробовал, насколько помню. Интро не планирую сделать. Вы бы объяснили мне, что это такое. За раз кушаю очень много. За раз, в принципе, сейчас, но обычно столько не ем, конечно, разово. Сорт жирный, без крупинки. Да, они почти все жирные такие идут, без крупинки. Это что такое было? Сорт крупинка мне попался. А то я-то готовился к песчанке. Название таких сортов, ну, к примеру, Ватутин, Васильполье. Очень много этих сортов. Можете зайти в группу, там все отмечено на жирные, сухие, все поделено. Сорт мела, который не жесткий, легкий, откусывается и тает почти без крупинки. Но это сухие сорта. Чураева, допустим, очень такой мягкий мел, даже и помягче, чем Белая гора, наверное, будет, как мне кажется. Акбулак мне нравится за счет своей оригинальности. То есть, допустим, я не смогу его скушать много, как никакой из тех сортов, которые я сейчас ел. Ну, как вот эта вот глины крупинка, да, я его попробовал буквально и все. То есть только я могу его съесть. Но прям на постоянной основе нет. Раз в неделю, допустим, я кушаю рафинад от него, да, или пиленый нестандарт, вот эти плитки, а много кушать я его, конечно, не могу. Доставка в Австрию от 2 недель. Нету точных сроков доставки, к сожалению, за границу. У него недорого, цены нормальные, упаковка, доставка, все хорошо, я покупала, мне понравилось. Спасибо большое за отзыв. Ну, я правда не понимаю, откуда вы берете дорогой мел, потому что, ну, я честно могу сказать, может быть, где-то встречал за 130 рублей у продавцов, да. Но в основном, у кого не увижу, у меня дешевле. Не знаю. В общем, как-то так. Прям классный какой-то кусок песчанки попался. С привкусом звездки, побелки, что-то такое. Пришел мел, попробовал, не понравился. Не совсем понял, что это. 140 и 150 это недорого. На следующий не понравился. На Wildberries и Озоне стоит мел как говядина. Ну да. Согласен. У нас мел такой дорогой, 450 грамм, 25 евро. Ну, нифига себе. Согласен, дорого, особенно если доставку не считать. Ну, у меня заказов очень много. Это в основном что? Куда заказывают? Это Париж, Египет, Америка. Очень много заказов, кстати, в Америку. В Дубае были заказы. Не знаю. Доставка, если сравнить, конечно, вот с этими ценами 450 грамм 25 евро, то, конечно, намного выгодней здесь, чем заказывать там где-то. В Якутске мел стоит 500 килограмм. Ну, кстати, вот да, насколько я знаю, в районе Ханты-Мансийска что-то такое есть. Ну и в Москве есть любители, да и в Тюмени, я думаю, такие люди есть. Просто дело в том, что просто есть такие люди. Не знаю, насколько много у них заказов, но они есть. И следующий такой еще интересный момент, что, как сказать-то, забыл. Белая гора попалась. У нас КГ 200 рублей стоит. Говорят, что так у всех доступные цены. Что у вас доступные цены. Ну, я тоже так считаю.
Что еще раз хотел бы сказать? Давно хотела спросить, какой твой любимый табак? Прям по теме вопрос. Ну да, вообще из темы, конечно, улетело. Любимый табак, но мы частенько брали Кобру от Маргариты, это из легких, из более тяжелых, это, наверное, Dark Side. Вот, у него вкус космос особенно прям нравится. Ну, или же просто дымини, добавляешь в легкий табак, и это прям идеально. Последняя капелька и последние 4 минуты эфира. Какой мел самый вкусный? Для каждого абсолютно по-разному здесь будет. После как покушайте, пейте больше воды. Я прям много ее пью, потому что это действительно важно. Одной водой не обойдешься? Ну да, тоже верно. Короче, вот он этот кусок, который я постараюсь расколоть, потому что откусить, короче, его прям до дрожи, блин, прошелся. Нереально просто. У нас 100 грамм 150, 200 ТГ. Разная цена. Но она в любом случае везде будет цена разная. У кого-то дешевле, у кого-то дороже. Я знаю, допустим, в Москве, насколько знаю, самые дорогие цены, да? Но если мы не берем за рубеж, это Америка. Там у них... откуда у них заказы-то идут? Не Озон, как же он называется-то? Амазон. Ну, почти одно и то же сказал. Там, говорят, тоже прям бешеные цены. Многие оттуда заказывают. Ну, по крайней мере, те люди, которые вот у меня заказывали, говорили, что они там заказывают. Без водички тяжело, я вам скажу. Вам нравится больше вкус мокрого или сухого мела, или все зависит от сорта? Нет, определенно именно сухого. Что больше нравится, мел или глина? Определенно глина. Жила бы в Тюмени, всегда вас заказывала. А так юг страны только за доставку выйдет много. Согласен. У меня, кстати, человека 2-3 есть конкретно из моего дома, не то чтобы из соседнего, кто у меня заказывает. Да, я в Амазоне беру. Ну вот опять же видите. Песчанка, это слышала, что раньше был карьер, там дробили его, но потом карьер забросили и стали больше добить. И вот так сейчас его добывают поставщики с глубины. Вот и все. Но его добывают-то уже очень давно. Не может быть такого, что они там на 100 лет вперед его надробили и кинули это все. Мне так кажется. Поэтому все-таки какой-то он не совсем обычный, как по вкусу, по строению, ну и по виду, соответственно, сорт. Поэтому для меня лично загадка. Ну, вкусно. Да? И все-таки ближе, наверное, он к жирному идет. Ну и сухость какая-то в нем присутствует. Барсук тоже очень вкусный сорт. Мне нравится жирненький. Как продвигать мел, который никто не знает? Ну, я не знаю, как это делаю я или, допустим, продавцы другие. То есть вы же где-то его продаете, если вы продавец, да, то есть, соответственно, просто выкладываете в свою группу свои ощущения, почему он классный, хороший, или если он беспонтовый, то можно его не продавать. Но если какие-то у него есть плюсы, то, я думаю, это очень просто. Сделайте к нему описание, кто-то да найдется, кто попробует. Из Туркестана мне нравится коричневый, плитки, классик. Пока что все. Завтра будет ролик с белым вторым, потом будет ролик с белым первым и еще один сорт Туркестана, то есть всего 3. И пойдем уже на Тунгыш-Тарас. Звучит странно. Пыль, конечно, тут летает вовсю.
В общем, я напоминаю, оформить заказ. В описании есть ссылка на группу ВКонтакте и, соответственно, номер WhatsApp. Доставка сейчас по России стоит 99 рублей-199 рублей. Доступна во все города, в многие поселки городского типа. Поэтому уточняйте именно в сообщениях, уже напишите ваш город доставки, количество, сколько вам нужно килограмм. Я уточню, будет ли для вас именно действовать данная доставка. По поводу рекламы. Можете написать также в группу. Реклама на данном аккаунте Мелового. Сейчас идет акция на рекламу. Следующий момент. Акция на, точнее, розыгрыш именно мела, глины и пиленого мела, в том числе кускового. Также в группе ВКонтакте осталось 6 дней до завершения розыгрыша и выбора победителя. Поэтому также заходите в группу ВКонтакте и успевайте участвовать в данном розыгрыше. Ну и самого интересного вроде бы все. Я просто облопался. Хочу попить водички, поскорее прибраться, вытереть руки. Кстати, кто-то спрашивал, сушат ли мел. Ну, вот эти места, допустим, время от времени просушивается, потому что в любом случае ты его покушал, грубо говоря, я поел, у меня там заказ. Я, понятное дело, лицо же вымою, да я ж такой не выйду, вот так вот заказ выносить. Или вообще отправлять, или гулять, пошел, неважно, да. Поэтому я вымыл, вытер, это уже осушилось, да. Но самая большая проблема это все-таки руки, так как в основном кушаю вот этой рукой. Здесь прям палец трескается хорошо. Ну, в принципе, кожа. Поэтому, возможно, скоро буду кушать его либо очень аккуратно. А между прочим, на телефоне 5%, что мы вовремя заканчиваем. Либо буду кушать очень аккуратно, так как я кремом мажу очень часто, и это не помогает. Либо все-таки перчатки. Глины обязательно другие буду пробовать. Спасибо за стрим. И вам всем большое спасибо, что вы его смотрели. В общем, до следующего стрима. Он будет через 5 дней. И смотрите завтрашний ролик. Для заказов, как всегда я уже сказал, ссылка в описании. Ставьте лайки. Совсем скоро с вами увидимся. Всем пока.